Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Привет, давай запрыгивай, дождь идет. Это точно. Давай рюкзак аккуратно. Во. Супер, привет. Ну что ты, как ты добежал, это нормально? Да, все хорошо, вот слава богу, добежала. У тебя такая машина красивая, прям под цвет моего зонта, я только хотел сказать. А мне просто очень нравится синий цвет. И я выбирал машину именно синего цвета. Хотя раньше, вот когда я был молодой, он мне не нравился. А потом как-то я вырос и стал есть оливки, встречаться с женщинами. И мне понравился синий цвет. Ты, кстати, очень хорошо выглядишь. Спасибо. Ты прям видно, что собиралась навстречу. Собралась. А у тебя какой любимый цвет? Ну, у меня черный на самом деле. Черный? Да. Ну смотри, у меня машина внутри черная и сумочка черная. Ну, я вижу, да, мы с тобой сочетаемся. Да, синий снаружи и черный внутри. Окей. Как вообще переносишь такую погоду, скажи мне? Вот климат такой, мне интересно. Ну, я как бы в Питере родилась, поэтому нормально. Уже привыкла, то, что чуть ли не каждый день дождь. Слушай, я тоже в Питере родился, но с годами, опять же, я прям так чувствовать начинаю эту историю. Я сегодня даже собирался к тебе на свиданку. И можно назвать ее свиданкой, я надеюсь? Ну да, у нас сегодня первое свидание. Да, ну, в переписке я все время писал «встреча», и ты писала «встреча», а сейчас я говорю «свидание», может быть, ты сейчас прыгаешь из машины убежишь. Не убежишь? Да, пообещай, я вижу, ты адекватный молодой человек. Адекватный, немного шумный, но адекватный, да? Ну, все люди такие. Тебе нравятся активные, напористые мужчины? Или ты больше любишь тихих, таких спокойных? В каждом человеке что-то прекрасное, поэтому можно пообщаться, посмотреть. А что во мне прекрасное? Ну, только не профиль, ладно, я знаю, что я в профиль некрасивый. Что во мне прекрасного? Нарываюсь на комплимент, просто уж извини. Да ладно, я шучу, можешь не отвечать. Вот ты прекрасна. Вот ты мне нравишься. Вот прям, знаешь, фотки фотками, общение общением, ну, лучше один раз вживую, чем 100 раз не вживую. С этим я с тобой согласна. На самом деле очень приятно слышать, потому что, ну, люди редко комплименты говорят. Я вот поэтому сама тоже стараюсь как можно больше комплиментов людям говорить, чтобы у них такую дождливую погоду настроение поднималось. Ну, я могу тебе сказать, что если ты будешь так улыбаться, то поднимется не только настроение. Прости за шутку. Ну, как бы я же мужчина, да? И поэтому, ну, буду говорить как есть. Так, знаешь чего? А скажи, пожалуйста, мне, а как мы с тобой проведем сегодняшний вечер? У меня есть предложение банальное, возможно, но все же. Видишь, дождь на улице, погулять мы не особо можем. Вот, я думаю, что ты не особо захочешь. Как насчет какого-нибудь ресторана? Пару ресторанов новых открылось, и мне их очень рекомендовали. Если ты куришь кальян, я не курю кальян, но если ты куришь, я готов кальянную с тобой куда-нибудь пойти поговорить. Если ты хочешь Макдональдс, можем Макдональдс. Пирожковую, шаверму, столовую для малоимущих, где бесплатно еду дают. Ты здесь, кстати, вот здесь у тебя была реакция. Туда хочешь? Нет, конечно. Не хочешь? Да слушай, я кальяны на самом деле тоже не особо люблю. Вот. Но раз погода такая, не особо в парке, конечно, не погуляешь. Можно тогда в кино пойти, либо в боулинг. Ты вообще как к спорту относишься? Не знаю. Вот сейчас ты меня, конечно, немножко расстроила. Как я отношусь к спорту? Я целыми днями торчу в зале, делаю тело. А ты говоришь, как я отношусь к спорту? Отношусь к спорту. Я каким-то образом отношусь к спорту. А ты каким-нибудь образом относишься к спорту? Ну, я обычно, да, в парке с утра бегаю, но сегодня нам не особо повезло в парк сходить, похоже, с такой погодой, поэтому вот можно в кино пойти. Ну, то есть, я смотрю, ты не любительница, да, всяких там ресторанов, загулов. Эй, гусака, шпагой, господи, саблей, шампанское открывать. Не твоя история?
Бывает иногда, но сегодня все-таки не праздник. Ты такая хорошая прям. Ну такая ты такая хорошая, ну просто нереально хорошая. И в ресторан не ходишь, и погулять любишь, и в парке бегаешь, и машина тебе моя понравилась. Ну все, чего, давай женюсь тогда. Ну, ты сразу таких решений не принимаешь. Ладно, я шучу. Так, значит, думаешь в кино пойти, да, все-таки? Да, ты какие фильмы любишь? Я какие фильмы люблю? Ну, смотри, какая история. Я, знаешь, почему не очень хочу в кино идти? Только, чтобы пойми меня правильно, кино все-таки это, наверное, второе свидание, вот хорошо. Знаешь почему? Потому что на первом хочется пообщаться, а в кино мы с тобой общаться не будем. Ну, понимаешь, мы будем смотреть кино, и 2 часа мы как бы пропустим мимо нашего общения. Давай, может быть, что-нибудь нейтральное. Например, я тебе пример. Например, если мы пойдем в какой-нибудь музей. Например, музей какой-нибудь Фаберже. Или музей русской водки. Или музей шоколада. Ну, то есть, вот ты можем выбрать любой вариант. На самом деле, на Невском очень много маленьких каких-то вот выставок, музеев, таких небольших. Мы можем просто в несколько сходить, если хочешь. Ну, на машине все равно будем перемещаться. Ты как? Ну, а ты сам музей-то любишь? Блин, ты такая хорошая. Блин, я вообще спорт люблю, выпить люблю, вот, и люблю встречаться с новыми людьми. Вот это очень хороший знак, потому что я тоже люблю встречаться с новыми людьми. Понятно, хорошо, отлично. Ну, давай тогда так, мы, может быть, сейчас поедем в центр, да? Вот, и по дороге просто, может быть, что-то нам либо на глаза попадется, либо мы примем какое-то решение. Нормально? А ты хочешь в музей Фаберже сходить, да? Я хочу с тобой время провести, а куда мне идти, мне, в принципе, не важно. А тебе важно, куда со мной идти? Ну, если честно, то ты мне очень понравился по переписке. Вот, поэтому мне тоже совершенно особо не важно, куда идти, но кальянные рестораны это сегодня для меня все-таки не праздник. Не праздник. Да. Хорошо. Так, ну давай. Ладно. Только у меня к тебе одна просьба. Какая? Мне по работе нужно 50 тысяч перевести. Поэтому ты не смог бы мне сейчас по номеру телефона перевести, а я тебе уже после того, как ты меня, ну, после музея домой отвезешь, уже потом обратно тебе на карту перекину. Так, не понял. А ты как это... Так, подожди, тебе нужно сейчас, чтобы я перевел тебе 50 тысяч рублей, а ты мне в конце нашего рандеву переведешь обратно? Да, ну смотри, я просто работаю тут недалеко, и мне нужно 50 тысяч вернуть, так как я вчера брала. Так. А почему мы не можем домой к тебе заехать? Так или я где? далеко Или живу. у тебя дома есть деньги, да, или что? Нет, я далеко отсюда живу. А, далеко живешь? Да. Так, а у тебя потом, типа, появятся деньги, что ли? Я не очень понимаю. Ну, я сейчас переведу тебе 50 тысяч, а как ты мне потом переведешь? Откуда их возьмешь? Ну, мы после свидания, ты же меня домой отвезешь, Ну. я надеюсь, ты адекватный человек. Ну, отвезу, И, да, конечно, я да. тебе Я по сразу такому дождю отдам. тебя домой не отправлю. А, ты мне из дома вынесешь? Да, я тебя из дома вынесу. Угу. Просто, ладно. Ну, не знаю. Сейчас прикинем. Какая-то, знаешь, что? Может быть, мы... Ну, ты такая красивая, просто не могу удержаться. Может быть, мы с тобой поцелуемся, а я как раз тебе в процессе поцелуя переведу 50 тысяч на телефон. Тебе же на этот телефон, да, с которым мы с тобой общались, перевести? Да, который на сайте я тебе дала. Ну, слушай, все-таки первая встреча, и сам понимаешь, как бы деньги же я же не себе прощу на работу. Ага, понятно. То есть поцелуя не будет? Ну, первую встречу все-таки. Угу. Понятно. Не, ну смотри, какая история. У меня есть наличными 50 тысяч рублей. То есть я бы мог тебе мы могли бы сейчас зайти сюда, вот в ленте Сбербанкомат есть. А тебе же по Сберу надо? Да, можно по Сберу. Ну вот, мы на Сбер можем положить, я тебе переведу деньги. Но для этого мне нужна все-таки какая-то стимуляция, что ли, я не знаю. Давай все-таки, может быть, ты это еще раз подумаешь. Ну, если тебе реально нужно, а до дома долго ехать. Да слушай, я же не себе прошу на работу.
Нет, ну я понимаю, но как ты не себе просишь? Ты же в результате, это же тебе нужно услугу оказать, чтобы я тебе услугу оказал, правильно? Это же не важно, куда там потом деньги пойдут, ну нужно же, чтобы я тебе услугу оказал. То есть это же тебе нужно, а не подвести кого-то там на работе и дать денег, правильно? Ну, для тебя 50 тысяч это такая большая сумма, что ли? Мне кажется, у тебя тут машина в 10 раз дороже 10? стоит. Ну, она стоит даже больше, чем в 10 раз, да, ты как бы права, но в целом ты не хочешь со мной целоваться на первом свидании, Ну, естественно. но хочешь, чтобы я тебе дал 50 тысяч на первом свидании. И неважно, под каким соусом, ты просто хочешь, чтобы я тебе дал 50 тысяч рублей. И говорили, пытаешься меня пристыдить, что машина дорогая, а типа деньги мне там... А когда сказала, жалко или нет, или что ты сказала? Нет, смотри, я просто вчера на работе брала под залог эти 50 тысяч, и сегодня мне нужно вернуть. Угу. Я понял. А почему ты не подготовилась-то в итоге? Ну, у нас свидание, это очень, скажем так, быстро произошло, поэтому я быстро собиралась. Быстро собиралась? Угу. Слушай, ну все-таки я пристегнулся, просто мне не очень удобно. Я все-таки рекомендую тебе... Да, слушай, у нас все-таки первая встреча. Ты, не понимаешь, что 50 тысяч это не такая большая сумма? У тебя вот тут, мне кажется, машина в 10 раз дороже стоит. Ну, а мы же выяснили, что не в 10, а Да тем более тогда. Так я тебе говорю, поцелуй меня, и мы Да нет, сейчас... конечно. Почему? Да у нас сегодня с тобой первое свидание. И что? Ну ты не понимаешь, что 50 тысяч это для тебя большая сумма, что ли? Ну, для меня... Какая разница? Ну, ты просто сама посуди. Логичнее, вот что мне кажется, да? Логичнее на первом свидании просить поцелуя. Это логичнее, чем на первом свидании просить деньги. Ты согласна? Так я же не себе прошу, я на работу прошу. Я тебе после свидания все верну, когда ты меня домой до дома довезешь. Секс будет? Это такие вопросы прямые, я прям вообще не понимаю. Не, ну, а ты мне не прямые вопросы говоришь, дай денег, блин. Ну, так, а секс будет у нас дома вечером, когда я тебя отвезу? У тебя вопросы Нет, ну погоди, я ж тебе помогаю. Ну хорошо, я ж тебе помогаю. Ну, я ж тебе помогаю, даю 50 тысяч, правильно? Неважно, в долг там, да, не в долг, я ж тебе помогаю. Правильно? Ты можешь мне помочь? Вот тебе нужны деньги, а мне секс нужен. Очень сильно. Ну, и серьезно говорю, вот секса очень не хватает начальникам. Ты за кого меня принимаешь вообще, а? Я не за У кого. нас первое свидание, мы с тобой в музей собираемся. А ты меня за кого принимаешь? Так я к тебе очень быстро собиралась, поэтому даже не успела на работу зайти. Я понимаю, но ты же хочешь, чтобы я тебе денег дал? Так я же не себе прошу, мне нужно на работе вернуть залог. Слушай, мы с тобой говорим как глухой с хромым, понимаешь? То есть я тебе одно, ты мне другое. Я понимаю твой вопрос, я понял. Ты говоришь, дай 50 тысяч. Здесь мы обрубаем. Неважно, что там нужно, там, бабушкино лекарство, щенка хромого сейчас отвезти в этот самый ветеринарку, там, или подкупить должностное лицо. Неважно. Тебе нужно 50 тысяч, а мне нужен поцелуй и секс. Ты за кого меня вообще приняла? А ты меня за кого принимаешь вообще? Так я тебя прошу просто помочь, 50 тысяч на карту перевести, я тебе вечером верну. Я тебя прошу, помоги мне. Помоги так, мне. только без рук. Мне секс нужен. Ну помоги, пожалуйста. Да вообще не по адресу, по-моему, а? А у меня что, когда ты вошла, на машине была вывеска Сбербанк, что ли, или что? Вот помогаем малоимущим? Ну как ты себе это понимаешь? Ты села и говоришь, дай бабки. Ну, пускай не сразу, но все равно как бы подвела к деньгам. И что, я куда, откуда, как я это все. Нет, я, может быть, и готов. Но ты просто сделай какой-то шаг навстречу. Я делаю тебе шаг навстречу, а ты от меня отходишь. А я к тебе за руку не бирай. Руки руками не трогай, ничего не делай, а деньги дай. Понимаешь? Ну так что делать-то будем? Ну слушай, ты мне 50 тысяч сможешь сейчас на карту Да какая ж ты, блин, проблемная. Я ж тебе уже объяснил, секс будет. Да я не понимаю, ты долбоёб, что ли, вот, а? В смысле? Я себе вечером их верну, потому что мне сейчас нужно на работу заехать, а? Вернуть залог, который я вчера у них взяла. Я понимаю, а почему я долбоёб-то? Да потому что у тебя тут машина в 10 раз дороже. Да не в 10, я понял уже, да она больше, в 40 раз дороже стоит, даже не в 40, больше гораздо, понимаешь? Ну это ты уже там приукрашиваешь, по-моему. Ну если ты скажи, будет секс, будут деньги. Я не понимаю, ты вот долбоёб, что ли, совсем, а? Ты мне 50 тысяч дашь, а? Нет. Ну, я не знаю, ты, может, мне не веришь, поехали вместе на работу, у администратора спросишь, а? Нет.
Я тебя совсем не понимаю. 50 тысяч для тебя такая большая сумма, что ли, а? Мы пока здесь с тобой сейчас сидим, все музеи закроются. Ну, я вижу, ты правильно думаешь. Да? Да. То есть надо быстрее, ты меня говоришь, решать вопрос, правильно я так понимаю? Ну да, 50 тысяч мне на карту переведим, мы на работу едем, залог мой дадим и пойдем дальше в музей. А потом ты меня уже домой довезешь вечером. Поцелуй. Ты, по-моему, долбоёб совсем, а? Почему? Да потому что у тебя такие вопросы, это капец. Ну ладно, извини, чё, пока. И язык мой, что ли, не понравился. Вроде чистый. Вроде, ну, может, я слегка не ухоженной бородой, но так я бы себе дал. Не знаю, я бы себе дал. Друзья мои, почему такая хуйня началась? С моей стороны, возможно, ей действительно нужны эти бабки, там вот по-честному что-то передать она даст. Но я знаю варианты событий другие. Засунула в трусы эту полташку, вышла, блядь, и пошла. Я, стой! Ну, начну ее догонять, схвачу за руку. Она скажет, блядь, насилуют! Помогите! Помогите! Я скажу, блядь, я этой курице полтос дал, блядь, пизде. И только что она скажет, вы что, ебнули, что ли? Вообще его нахуй не знаю, блядь. И чё? Или мы пойдем с ней куда-нибудь в кафе, в ресторан, в музей. Она сквозанула, блядь, в этот самый, в сортир, блядь, и съебала нахуй с этой полташкой. Да, мы можем поехать к ней на работу, там сидит ее знакомая или там какая-нибудь администраторша, которая скажет, да, давайте, блядь, все, и потом нахуй все это, блядь, пойдет пиздой порастет, блядь, и чего? Или мы придем домой, и она скажет, ой, блядь, ты знаешь, давай завтра я тебе переведу, ой, давай это, блядь, давай то, давай все, блядь, я таких, блядь, знаю историй. Возможно, это не так, но я рисковать не собираюсь. 50 тысяч рублей, блядь, они все пиздец, мне тёлки думают, что, блядь, если мужик, блядь, ходит в одежде, значит, он, блядь, сука, миллионер, блядь. Вот он, потребительское общество, потребительское отношение, блядь, к жизни, блядь, понимаете? У всех так, ну вы хотя бы, блядь, там, хоть как-то баланс чувствуете, да, с этой самой, как называется-то, да, баланс, да? Чтобы вы, ну, не совсем уж прям, как, знаешь, увидели корову, схватились за сиськи и давай доить, пока она не выдается полностью, потом выкинуть, сказать, нахуй мы не подошли характерами с ним, блядь. Что-то он, блядь, какой-то, блядь, не то, что мне нужно. И сама ушла, блядь, на брюликах с айфоном, в шубе, блядь. И все, и дала, блядь. Один раз, и то вот так вот, блядь, глаза закатила. Давай только недолго, блядь. Да даже если бы она сказала, секс будет, я бы не дал ей 50 тысяч. Потому что, возможно, это было бы вот так. А ебать Буратино за 50 тысяч я не готов. Пишите, у кого были такие истории, дай денег в долг, а потом бабы сквозили, и все, и не было. Вот пишите, мне интересно. И как вы думаете, нужно было поступить мне в этой ситуации? Все-таки дать ей полташку или нет? Да у меня и полташки-то не было. 48 750. 770. Ладно, поеду к другой, чё. Вообще, так если скоро пойдет, блядь, придется, я думаю, с мужиками встречаться, блядь. Мне кажется, с ним будет проблем меньше, блядь. Шучу, ёпта.